Итак, у нас есть Чао, и мы хотим раскачать его до такого состояния, чтобы он победил во всех гоночных испытаниях и карате. Причем сделать это достаточно быстро. Я думаю, что для этого нужно прокачать статы Swim, Fly, Run и Power до 99 уровня и стамину где-то до 40. Первые 4 статы мы будем качать, скармливая Чао различных животных. Их мы подберем таким образом, чтобы их можно было быстро фармить и они давали максимум очков. Мы также будем использовать так называемый Animal Glitch, который является ключом к ускорению процесса. Первыми животными, которых мы будем фармить, будут летучие мыши. Одна из них располагается в самом начале уровня Sand Ocean. Фармится она очень легко. За пару минут мы с легкостью набираем 10 штук и возвращаемся в Чао-сад. Больше 10 попросту с собой не унести. Если мы фармим животных персонажем темной стороны, то и возвращаться в Чао-сад мы должны персонажем черной стороны, иначе животные не вывалятся. Хотя, конечно, можно произойти, если зашли не тем. Shadow после прохождения игры блокируется, работник, по-моему, слишком великоват для Чао-сада, поэтому стоит столько руш. Ну а теперь речь пойдет о так называемом Animal Glitch. Он заключается в том, чтобы поставить животное перед Чао таким образом, чтобы Чао смог его с одной стороны поглотить и прокачать статы, а с другой стороны его можно было повторно использовать. Первое, что нужно сделать, это усадить Чао, чтобы он не бегал и не выхватил животное у вас из рук. Я думаю, что лучший способ это сделать, это дать Чао фрукт. С одной стороны он усядется на продолжительное время, с другой стороны, пока он поедает фрукт, он будет качать себе стамину. Далее нужно встать к Чао лицом к лицу, подойти на нужное расстояние и просто опустить животное. Мне понадобилось что-то вроде 6 попыток, чтобы повторить глич. Тем самым 6 летучих мышей у меня скормились обычным способом. И вот наконец удачная попытка. Усадили Чао, встали лицом к лицу, затем повернули камеру ровно на 90 градусов, подошли на нужное расстояние и опустили животное. Теперь его можно использовать сколько угодно раз. Однако есть проблема того, что после 2-3 итераций животное начинает отлетать в сторону, и бездумно поднимать и опускать его не получится. Я ее решил таким способом. Перед тем, как повторно давать Чао животное, я делаю шаги вправо и влево. Это еще одна причина, по которой нам нужно было поворачивать камеру ровно на 90 градусов. Ну вот, кажется, слишком сильно отошел вправо. Давайте попробуем еще раз. Усадили Чао, встали лицом к лицу, повернули камеру на 90 градусов, подошли на нужное расстояние и, разбавляя шагами вправо-лево, скармливаем животное. Ну вот таким образом прокачиваем в основном StatFly. Следующее животное, на которое будем охотиться, Hawfish, или Капа в японской версии. Оно прокачает StatSwim в основном. Я фармил его из третьего ящика на уровне Pumpkin Hill. Возвращаемся в Чао-сад, на этот раз кем-нибудь из Хиро персонажей. И снова несколько не самых удачных попыток.
И вот хорошее. Усадили Чао, стали лицом к нему, затем развернули камеру на 90 градусов и подошли на нужное расстояние. Начинаем закармливать Чао. Обратим внимание на то, что помимо стата Swim, еще также неплохо прокачался стат Power. Третьим и последним животным будет что-то вроде скелета у собаки. Она встречается в рандомном количестве во втором ящике все того же Pumpkin Hill. Вообще говоря, под словами первый, второй, третий Чао ящики следует понимать не их нумерацию, а порядок их открытия. В предыдущем фарминге второй ящик стоял не в самом удобном месте, чтобы ковыряться в его содержимом. Животные из него сразу прыгали в пропасть, и разбираться, где там собака, не представлялось возможным. Поэтому сейчас мы будем открывать ящики немного в другом порядке. Вот тут я зря сделал второй удар, поскольку схватил лишних животных. Возвращаемся в Чао сад и скармливаем Чао собачек, чтобы прокачивать ран. Обратим внимание на то, что собаки, как и капы, помимо своего основного стата, дают еще и очки к стату Power. Тем самым стат Power можно не качать отдельным животным. Вот в общем-то и все с основными статами. Остается лишь многократно повторить процесс и докачать стамину. Стамина, в отличие от остальных статов, качается фруктами. В общем-то фруктов и так предостаточно на деревьях в Чао саду, но в случае нехватки можно либо докупить фрукты на черном рынке, либо посадить свои деревья. Плюс ко всему на кормление фруктами есть также свой глич. Если честно, сам я его повторить не пытался, но могу попробовать описать процесс. Нужно заморить Чао голодом до такого состояния, чтобы он сам начал добывать для себя еду. Поймать момент, когда он поползет за каким-либо фруктом, и в момент, когда он только-только усядется его есть, нужно выдрать фрукт у него из рук. Фрукт останется у вас в руках, а Чао продолжит бесконечно есть воздух. До тех пор, пока вы не поставите фрукт на землю, стамина Чао будет расти, как будто бы он ел настоящий фрукт. И в завершении видео расскажу о возможных подводных камнях. Первый камень – это мировоззрение. По этой причине в моем видео не хватает последней эмблемы в Чао саду. Если вы не успеете прокачать статы до первой эволюции Чао, которая наступает в возрасте 1 года, то он определится с мировоззрением. Он может как остаться нейтральным Чао, так стать Дарк или Хиро. Проблема в том, что две последние гонки Чао – это Дарк Рейс и Хиро Рейс, и принять в них участие могут либо Чао соответствующего мировоззрения, либо нейтральные Чао. Следует сохранить Чао нейтральным, чтобы он мог принять участие в обеих гонках. Влиять на мировоззрение Чао можно либо проводя с ним время персонажами разных сторон, либо кормя Хиро и Дарк фруктами с черного рынка. Второй подводный камень – это специализация Чао и ранги статов. Случайным образом при рождении Чао каждому из его статов выдается ранг B, C или D. Посмотреть текущие ранги статов можно у доктора. Во время первой эволюции один из статов повысит свой ранг на единичку. Это будет либо тот стат, на который вы качали чаще всего, либо тот, который вы качали преимущественно перед эволюцией. Мне повезло иметь сбалансированного Чао, у которого стат силы был B, остальные C.
Во время первой эволюции Чао также получает специализацию, например, силовик, бегун или пловец. Мой Чао стал силовиком, и, возможно, поэтому мне легко дались бои карате. Определяется, думаю, так же, как и то, для какого стата повышается ранг. Я рекомендую вам попробовать контролировать специализацию и постараться сделать максимально сбалансированного Чао, чтобы исключить возможность появления слабых мест. В крайнем случае, если у вас не будет получаться выиграть последние бои или гонки, докачайте стамину как основные статы до 99 уровня.